Заканчивается ноябрь, а значит самое время приступать к выпечке штолленов. Эта традиционная немецкая рождественская выпечка в последние несколько лет стала настолько популярной, как и куличи на Пасху. Дело в том, что штоллены не только неимоверно вкусные и ароматные, но они еще и храниться могут до 6 месяцев, а то и до года. Рецепт, представленный в этом видео, рассчитан на 6 штолленов весом 500-550 грамм. Процесс приготовления начинаем с начинки. Сразу предупрежу, что штоллен – это очень дорогое удовольствие. Начинка состоит из просто огромного количества орехов и цукатов. Нам понадобятся грецкие орехи, кешью, миндаль и лесной орех, а также изюм, цукаты и вяленая клюква. Сухофрукты заливаем кипятком и оставляем набухать. Орехи измельчаем. Лучше всего это делать вручную, так как нам нужно не крошка, а довольно крупные кусочки. Кроме того, в грецких орехах довольно часто попадаются внутренние перепонки или даже части скорлупы, а нам совсем не нужно, чтобы этот мусор попал в выпечку. Сливаем воду из сухофруктов и смешиваем их с измельченными орехами. Снимаем цедру с 2 апельсинов и выжимаем из них сок вместе с мякотью. Если у вас есть выжималка для цитрусовых, то можете воспользоваться ею. Если нет, то просто руками тщательно выдавливаем сок. Добавляем ароматный коньяк или темный ром. Тут уже выбирайте, что вам больше нравится. Перемешиваем и оставляем на несколько дней, а лучше на неделю. Не забываем каждый день встряхивать или перемешивать смесь, чтобы жидкость не оседала вниз, а равномерно пропитывала всю начинку. Следующий этап – это опара. В теплое молоко добавляем сахар, дрожжи и муку. Ставим в теплое место приблизительно на час. Дрожжи я использую прессованные. Штоллен – выпечка тяжелая, с большим количеством масла и начинки. Сухие дрожжи с ней просто не справятся. А вообще про то, чем отличается работа со свежими или сухими дрожжами, когда какие применять и как их заменять друг на друга, можно послушать вот в этом моем видео. Когда опара подошла, приступаем к замешиванию основного теста. Смешиваем муку, сахар, соль и миндальную муку. Добавляем специи. Я беру по 2 чайные ложки корицы и кардамона и по 1 чайной ложке молотой гвоздики и мускатного ореха. Можно взять и другие специи. Перемешиваем все с опарой, добавляем желтки. Отделенные белки в герметичной емкости убираем в холодильник. Они нам понадобятся для зефира, который мы начнем готовить в следующем видео. Здесь на YouTube мы с вами разберем особенности всех ингредиентов и проговорим основные ошибки при приготовлении зефира. А вместе с подписчиками Патреона приготовим зефир по 2 технологиям – заварной и клеевой. Ссылки на наш Patreon в описании. И не забудьте поставить лайк этому видео и написать комментарий. Это очень поможет в продвижении канала. Наше тесто кажется жестким и сухим. Сейчас мы это исправим. Частями добавляем хорошо мягкое сливочное масло. После каждой порции тщательно вымешиваем тесто. Штоллен, конечно, не пасхальный кулич, и целый час вымешивать тесто не обязательно. Но всякое дрожжевое тесто очень любит тепло рук и работу с душой. Оставляем тесто в покое на 10-15 минут, а затем смешиваем его с начинкой. Вы видите, сколько ее, даже больше, чем самого теста, а запах просто волшебный. Снова тщательно вымешиваем тесто и убираем его в теплое место на час. Если у вас в кухне холодно, то можете использовать таз с горячей водой или разогретую до 40 градусов и выключенную духовку. Через час достаем тесто, делим его на 6 равных частей. Лучше всего это делать через весы. И приступаем к формированию штолленов. Руками разминаем шар теста на поверхности в круг. Затем одну сторону заворачиваем наверх где-то на 2/3 и накрываем вторым краем. Формируем красивую форму спеленутого младенца. Выпекать мы будем по 3 штоллена на противне, без использования форм. Для этого отрезаем пергамент в 1,5 раза длиннее, чем длина противня.
Укладываем наши штоллины, формируя между ними бортики из пергамента. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 30-40 минут. Разогреваем духовку до 160 градусов и выпекаем штоллины 50 минут. На последние 20 минут очень настоятельно рекомендую отправить всех домашних на долгую прогулку или в гости, так как запах в квартире будет умопомрачительный, и объяснить всем, что съесть это чудо прямо сейчас нельзя, а можно будет не раньше, чем через 2 недели, будет практически невозможно. Топим сливочное масло, достаем противни из духовки и прямо там начинаем щедро обливать их маслом. Проходим со всех сторон и тщательно промазываем. Затем также щедро осыпаем штоллины сахарной пудрой, также со всех сторон. Перекладываем каждый штоллен на новый лист пергамента, еще раз проходимся пудрой и тщательно заворачиваем в несколько слоев бумаги. И в таком виде убираем в прохладное место на выстойку. На это уйдет от 2 недель до месяца. Конечно, если очень хочется, то можно разрезать штоллен и раньше, но именно за это время в полной мере раскроется его вкус и аромат.